Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. То, как Чонгук перекладывает микрофон в другую руку для того, чтобы нежно погладить Тэхёна по коленке. Тэхён даже не сразу реагирует. Похоже, это просто их обычный ритуал. Девятое место. Это устойчивое действие магнитов или просто тесные пространства. Слишком мило, слишком комфортно. Идеально. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Джин для шуток, Тэхён для души и сердца». Почему посты Чонгука вызывают у фанатов мурашки? Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Влюбленный взгляд – это единственный язык, который не нуждается в переводе. Седьмое место. Не стоило Тэхёна садить на интервью рядом с красивым дяденькой. Глаза Чонгука говорят сами за себя. Шестое место. Поведение пары. Ой, как разулыбался весь. Это выглядит так красиво. Пятое место. Общий план выдает их с головой, когда даже камера понимает, что между ними километры стола, но абсолютный ноль в плане ментальной дистанции. Они разделены пространством, но соединены на уровне подсознания.
4 место. Меня так разносит от этого момента, когда Чангук пытался угомонить пьяненького Тэхёна. Третье место. Новости. Тайваньский филиал Compose Coffee установил рекордные продажи во время технического открытия. Они поделились, что аппарат для заказа не останавливался весь день с утра до ночи, и даже объявили о временной приостановке заказов, чтобы справиться с ошеломляющим спросом. В очередной раз убеждаемся, что эффект Ким Тэхёна – это не просто слова, а реальная сила, способная вызвать тотальный аншлаг в любой точке мира. Глобальный амбассадор, который превращает в золото все, к чему прикасается. Кажется, у нас тут официально самый харизматичный кадр дня. Шарф Тэхёна с чемпионата мира по футболу FIFA стал лотом с самой высокой ставкой, сравнявшись по цене с официальным мячом финального матча на отметке $16 000 США. Влияние Тэхёна на мировом рынке уникально. Его личная вещь по ценности сравнима с главным мировым спортивным артефактом – мячом финала чемпионата мира. Правильно, Тэхён, хватай своего и уноси, а то много тут желающих. Возможно, BTS ждет самый успешный год на церемонии вручения премии Грэмми за всю историю группы. Кей-поп стал крупной коммерческой силой в Соединенных Штатах много лет назад, и его популярность продолжает постоянно расти. Признание со стороны премии Грэмми происходит гораздо медленнее, поскольку большинство крупнейших исполнителей и групп этого жанра еще не получили признания от Академии звукозаписи. Лишь немногие звезды кей-поп удостоились номинаций, включая певицу Рози, BTS и Blackpink, а также участниц группы Huntrix из K-pop Demon Hunters, которые также соревновались на церемонии 2026 года. Песни «Apt» и «Golden» стали первыми композициями кей-поп-исполнителей, номинированными на песню года, причем первая также вошла в историю в чрезвычайно конкурентной номинации «Запись года». Группа BTS получила 5 номинаций на премию Грэмми, но так и не завоевала ни одной награды. Песни Dynamite, Butter и My Universe, записанные в сотрудничестве с Coldplay, претендовали на звание лучшего поп-дуэта группового исполнения. Yet to Come – The Most Beautiful Moment была номинирована на лучшую музыкальную видеоработу. BTS даже были включены в список номинантов на премию «Альбом года» Coldplay за альбом Music of the Spheres, в который вошла песня My Universe. Последнее выступление технически включило BTS в самую престижную номинацию на премию Грэмми, но ни один из альбомов группы не был номинирован. Их проект 2026 года «Ари-Рэнк» может это изменить, хотя конкуренция за звание «Альбом года» на этот раз, безусловно, будет особенно высокой. Альбом «Ари-Рэнк» вышел этой весной и стал долгожданным возвращением BTS на сцену. Этот сборник принес группе еще один хит номер 1 в Америке, и в него вошли несколько композиций, которые могли бы претендовать на различные премии Грэмми. Номинация на «Альбом года» может оказаться недостижимой, учитывая количество блокбастеров и проектов,
получивших признание критиков, претендующих на награду. Номинация на лучший поп-вокальный альбом не исключена, но, возможно, в этом году BTS не смогут увидеть один из своих полноформатных альбомов в числе номинантов. Вместо этого бойс-бенд, вероятно, сосредоточится на песнях. BTS могут представить песню Swim в категориях поп-музыки или танцев. Swim, заглавный сингл с альбома Ari Rank, почти наверняка станет главной звездой компании BTS на премии Грэмми. Трек дебютировал на первом месте в чарте Billboard Hot 100, обеспечив группе еще одного мгновенного американского чемпиона. Он также возглавил чарты Billboard Global 200 и Billboard Global Excl, став мировым хитом. Эта песня может вернуть BTS в категорию «Лучшее поп-исполнение дуэтом группой», на которую уже приходится 3 из 5 номинаций группы за всю ее карьеру. Swim также может быть представлена в категориях «Лучшая танцевальная поп-запись» или «Лучшая танцевальная электронная запись», в зависимости от того, как ее классифицирует команда BTS и Академия звукозаписи. BTS никогда не участвовали ни в одной из этих категорий, ориентированных на танцевальную музыку. Мне нужен только ты. Возможно, Normal – лучший вариант выступления BTS в азиатской поп-музыке. В начале этого месяца BTS выпустили полноценный сингл Normal, представив музыкальное видео и отдельную версию на корейском языке. Продвигаемый трек не достиг таких же коммерческих высот, как Swim, но он предоставляет группе еще один ценный вариант для кампании по получению премии Грэмми. Корейская версия песни Normal может быть более естественным выбором для номинации «Лучшее исполнение азиатской поп-музыки». В новой категории требуется осмысленное использование одного или нескольких азиатских языков, а награды вручаются непосредственно исполнителям. BTS могли бы сделать акцент на песне Swim в поп-музыке или танцевальной музыке, а Normal продвигать в азиатской поп-музыке. Разделение песен позволило бы септету бороться за награды в разных жанрах, вместо того, чтобы заставлять одну запись нести всю рекламную кампанию группы. BTS могут вернуться в число обладателей лучших музыкальных видеоклипов. BTS могут снова побороться за награду в категории «Лучший музыкальный клип», хотя это сложная категория, поскольку она не ограничивается одним стилем. Кей-поп-группа регулярно создает сложные, тщательно хореографированные и кинематографичные визуальные образы, но до сих пор только клип «Yet to Come» принес BTS в эту категорию еще в 2023 году. Теперь же клипы Swim или Normal могут вернуть музыкантов в гонку. BTS могут сделать 2027 год самым успешным годом по количеству премий Грэмми за всю историю. Перед харизмой Чангука пасует весь мир. Сдаться ему – это базовый человеческий инстинкт. Из какого теста тогда слеплен Тэхён, если он умудряется этот инстинкт отключать? Депутаты городского совета Торонто хотят назвать улицу BTS Бульвард в честь всемирно известной кей-поп-группы. Городской совет Торонто проголосует по этому предложению позже в этом месяце, чтобы временно переименовать участок улицы Йонг-стрит.
Группа BTS этим летом выступит на стадионе Rogers Stadium в Торонто. Это станет первым масштабным туром коллектива после перерыва в деятельности. Члены городского совета Торонто надеются, что голосование пройдет гладко, как по маслу. Отсылка к хиту BTS Butter, рассматривая предложение о временном переименовании части улицы Йонг-стрит в честь самого популярного бойс-бенда в мире. Советник Лили Чен внесла соответствующее предложение, которое поддержал советник Джеймс Пастернак. Согласно инициативе, на участке Йонг-стрит от Норт-Йорк-бульвар до Финч-Эвеню будут установлены временные дорожные знаки с новым названием BTS Boulevard. Переименование предлагается вести с конца августа до конца сентября. То есть, я правильно понимаю, что у Чонгука была четкая цель. Влияние и вовлеченность Ким Тэ-хёна в Инстаграм остаются на совершенно ином уровне. Ви вошел в ультраэлитную лигу мужчин-артистов наряду с Джастином Бибером, Криса Брауном и Дрейком, пробив космическую отметку в 2 миллиарда лайков. Там, где другим требуются тысячи публикаций, Тэ-хён бьет точно в цель. Его феноменальный результат достигнут при минимальном количестве контента. Каждый его шаг в сети – это не просто обновление ленты, а культурный феномен и мировой тренд. Его аккаунт похож на архив атмосферного артхаусного кино, а не на типичную страницу поп-звезды. Ви не пытается казаться идеальным, он делится моментами своей жизни так, будто отправляет открытку близкому другу. Его влияние не знает границ, языковых барьеров и часовых поясов. Мир замирает, когда на экране появляется уведомление от Тэ-хёна. Тэ-хён доказал, что истинному амбассадору эпохи не нужно постоянно шуметь, чтобы быть услышанным. А ведь действительно, почему Тэ-хён спрятал их парные с Чонгуком кольца? Пока коллекционеры бьются за исторические мячи и пропитанные потом футболки с автографами главных звезд Мундиале, настоящую сенсацию творит поп-культура. Куртка, в которой Чонгук зажигал на церемонии открытия, устроила на торгах собственный золотой хэт-трик. Ставки на нее взлетают с сумасшедшей скоростью, оставив далеко позади ценники многих знаковых футбольных реликвий. Этот лот превратился в главный трофей аукциона, доказав, армия фанатов и сила стиля сегодня могут легко переиграть в цене даже самые громкие спортивные триумфы. Мне кажется, вы стали забывать гиперфиксацию этого месяца. Напоминаю. Статья от Эллы Тайван. Кто является стандартом красоты K-Roar в вашем сердце? Список K-Pop Best Godly Face 2026 года вышел. Топ-1. Ким Тэ-хён.
Ви – представитель высшего уровня красоты, безусловно, в этом списке. Несколько лет подряд он занимал первое место в списке 100 самых красивых людей мира и всегда был в центре внимания. Его строение лица, определяемое золотым сечением, многие считают признаком самого красивого мужчины в мире. Он не только признан одним из лучших визуалов в кей-поп кругах, но и, безусловно, обладает одним из самых красивых лиц. Топ-2 Чон Чангук. Увидев его глаза однажды, трудно забыть его. Чон Чангук вырос из золотого акне своей юности в всемирно известную суперзвезду. Его глубокий взгляд и сценическое обаяние всегда очаровывали поклонников. После службы в армии он продемонстрировал более зрелую и сексуальную сторону, вырвавшись из амплуа айдола и используя музыку, моду и уникальную ауру, чтобы показать большему количеству людей многогранное обаяние Чон Чангука. Почувствуйте разницу. Если прислушаться к выступлению Чангука в перерыве чемпионате мира по футболу, хорошо слышно, где звучит его живой вокал, а где используется R, то есть заранее записанная вокальная дорожка. В самом начале, например, никакой вокальной подложки практически нет, и отчетливо слышен именно его настоящий голос. Да, и не это так уж важно. Гораздо важнее не наличие R, а то, как сам артист поет поверх него. У Чангука живой голос слышен очень хорошо. Он не просто следует за записанной дорожкой, а продолжает уверенно вести свою вокальную партию, добавляя собственные вокальные вставки, адлибы и даблинг. При этом его голос звучит стабильно, чисто и уверенно, а подача остается сильной даже на такой огромной сцене. По этим моментам особенно хорошо заметно, как виртуозный Чангук контролирует свой голос и уверенно чувствует себя в живом исполнении. У Чангука живой голос слышен очень хорошо. Он не просто следует за записанной дорожкой, а продолжает уверенно вести свою вокальную партию, добавляя собственные вокальные вставки, адлибы и даблинг. При этом его голос звучит стабильно, чисто и уверенно, а подача остается сильной даже на такой огромной сцене. По этим моментам особенно хорошо заметно, как виртуозный Чангук контролирует свой голос и уверенно чувствует себя в живом исполнении. Он не прячется за фонограммой, наоборот, его настоящий вокал постоянно слышен и хорошо выделяется. Для выступления такого масштаба и перед такой огромной аудиторией это действительно впечатляет. Адлибы, аделипс – это дополнительные вокальные вставки, которые певец добавляет к основной мелодии. Это могут быть короткие возгласы, дополнительные ноты, мелизмы или импровизация. Например, «е», «оу», «ву», протяжная нота или небольшое украшение фразы. Часто они не являются основной частью текста песни и могут меняться от выступления к выступлению. Даблинг, даблин – это дублирование вокала. Когда одна и та же вокальная партия звучит в два слоя, основной голос плюс его дубль. Это делает вокал более плотным и объемным. Дубль может быть заранее записанным или исполненным певцом дополнительно вживую. Красота его души отражается в серебре слез перманентно.
Комментарий южнокорейского композитора Джи Яунг Ким о вокале Чангука. Как человек, изучавший композицию, я считаю, что последняя нота предыдущего оркестрового выступления совпадает с первой нотой Dynamite, поэтому высоту ноты можно запомнить и заранее подготовиться к вступлению. Но лично меня еще больше поражает его чувство ритма. Оркестр 8 раз исполняет Роуэн в ритме short-short-long, постепенно ускоряясь, и когда сразу после этого начинается песня, я была просто в шоке от того, насколько естественно и точно Чангук вступил с неполного такта ровно 8 нотами. Как и ожидалось, наш Чангук потрясающий. Здесь используется термин «неполный такт», то есть Чангук начинает вокальную партию не с первой сильной доли полного такта, а точно попадает во вступление с нужного момента. И виртуозность Чангука здесь не столько в том, что он попал в ту же ноту «ми», сколько в его невероятном чувстве ритма. Оркестр перед началом песни 8 раз повторяет ритм «короткое-короткое, длинное», постепенно ускоряясь. И сразу после этого Чангук должен точно попасть в ритм песни и спеть 8 ровных восьмых нот. Он делает это идеально, без малейшей паузы или сбоя, и переход звучит совершенно естественно. Для этого нужно очень хорошо чувствовать внутренний пульс музыки и мгновенно перестраиваться с одного ритма на другой. Именно эта способность Чангука так впечатляет. Он не просто слышит музыку, а буквально чувствует ее ритм всем телом и точно знает, в какой момент нужно вступить. Джи Яунг Ким является профессиональным композитором со степенью доктора музыкальных искусств DMA, которую получила в Йельском университете. А что мы сразу тушуемся? Давид, да? Нави становится свидетельницей доброго поступка Чангука, навещая свою вторую дочь в больнице. Он делает так много хорошего, восхищается она. Певица Нави выразила восхищение благотворительными поступками Чангука. 23 числа Нави поделилась новостью в своем аккаунте в социальных сетях, рассказав, что посетила детскую больницу Сеульского национального университета для медицинского осмотра своей второй дочери, Ахин. Сначала Нави опубликовала селфи, запечатлевшее ее прибытие в больницу, написав: «Закончила осмотр, Ахин, сегодня утром. Спасибо». Затем она поделилась фотографией, сделанной внутри больницы. На фотографии была табличка с именем Чангука, и Нави добавила подпись: «Чангук делает так много хорошего», осыпая своего младшего коллегу похвалами. Ранее, в 2023 году, Чангук пожертвовал 1 миллиард вон детской больнице Сеульского национального университета. Пожертвования используются для оплаты медицинских расходов детей из малообеспеченных семей и для проектов комплексного ухода. Второе место. Это так интимно. Любуется Тэхёном с раскрытым ртом. А кто это у нас, едва разлепив глаза на рассвете, делает дежурный снимок чужих ног с утренней сонной невозмутимостью, просто потому, что у Вселенной Тэйкук свои приоритеты? Правильно.
Первое место. Вид сверху. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.